Mixnews. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии, дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре «Культпросвет». Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио «Балкон». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа «Культпросвет». На этот раз второй выпуск за эту неделю. И сегодня, как я уже рассказал вам вчера, мы начинаем цикл дебатов, состоящий из 2 разговоров под названием «Современная книга. Дизайн слова». Я предполагал создать этот цикл достаточно давно, еще зимой, в феврале. Но что-то у нас не получалось. Мы никак не могли встретиться с авторами, с дизайнерами. И вот так получилось, что завтра, 7 июня, в Риге пройдет семинар, дискуссия под названием «Дизайн книг. Точка зрения издателя». И пройдет этот семинар в пространстве для дебатов Nice Place на улице Барона. И ведущим этой дискуссии будет литовский дизайнер книг, живущий и в Риге, и в Берлине, Том Мразаускас. И сегодня мне удалось пригласить его в гости. So, good evening and welcome. Good evening. Здравствуйте. Как вы уже поняли, уважаемые радиослушатели, сегодня наша дискуссия пройдет билингвально на 2 языках, на русском и английском. Я буду задавать вопросы Тому на русском языке, и отвечать Том будет на английском. И для вас я подготовлю в формате обобщения переводы для того, чтобы вы могли следовать за нашей дискуссией. Параллельно хочу напомнить, что и сегодня я приглашаю вас к дискуссии, и телефоны прямого эфира следующие: 67212939 и 67213939. Пожалуйста, звоните, оставляйте свои комментарии. Я хотел бы задать вам один простой и очень сложный вопрос. Какова, по-вашему, судьба печатной книги в современном обществе? Что ее ожидает? Каковы ваши собственные представления? Каков ваш опыт в общении с печатной книгой, классическим вариантом текста и электронной? Какова, по-вашему, судьба печатной книги? Телефоны я вам упомянул. Хочу только отметить, что сегодняшняя наша дискуссия возможна благодаря поддержке моего коллеги, звукорежиссера Родиона Золотарева. И я бы хотел поблагодарить, Том, большое спасибо за то, что вы нашли время и пришли к нам за несколько дней до начала дискуссии. Я хотел бы начать, может быть, с такого общего философского вопроса, который наверняка важен для любого автора, художника, работающего с книгой. Что для вас книга? Как вы определяете этот феномен, этот предмет? Oh, that's hard and easy, actually. I know. I would say, sheet of paper is not book at all. But if next thing you do with a sheet of paper, you fold it. It's still not book. It's just folded sheet of paper. But if you have 2 folded sheets of paper and you put them one inside another, and you can flip through it, then we have book already. Том упомянул, что страница – это, конечно же, не книга. Даже если страницу или лист бумаги вы складываете, то это, опять же, не книга. Но если они каким-то образом соединяются друг с другом, и вы можете ее перелистывать, то вот вам, собственно говоря, и появляется книга. And it can be bound in different ways. It can be printed on different papers. It can be prose or poetry or just pictures or something for children or something for adults. Anything is possible. И в таком случае возможно с этим текстом сотворить все. Она может превратиться в материал или в книгу для детей или для взрослых. Таким образом, для вас книга – это абсолютно открытое пространство, с этим текстом, со страницы можно сотворить все, что угодно. Yes, that's very correct. It's if writer is starting from empty or blank page and creating something in that space, it's the same with book design and with book. Basically, you start with some empty prototype or it's for writer it's just one empty page, of course, but for book it should be some more, and then you just see how to fill it. It's like
let's say it could be like, let's say flat. You get new flat, which is totally empty, and then you try to fill it in with some content and what you will do there and what will be experiences and what will be, what content fits where the best. How you, let's say, you don't enter the flat from any direction. You enter from, let's say, entrance or maybe from balcony or, I don't know. And then there are some dead ends as well, like bathroom. You just come there and go out. You don't go through it. It's the same with spaces in the book. You enter from one way, or that's maybe that was the wrong example about the flat, because you can enter to the book from wherever you want almost. Okay, I will try to sum it up. Таким образом, по мнению Тома, как писатель начинает с нуля создавать свой текст, и для него текст всегда пустая страница, своеобразная форма, так и для дизайнера книги книга является открытым пространством, которое необходимо заполнить содержанием. И Том использовал метафору квартиры, когда понятно, что существует определенный порядок вхождения в это пространство, и таким образом в квартиру мы входим, используя, допустим, коридор или лестничную клетку, и мы посещаем какие-либо другие пространства, и в этой квартире есть и тупики, например, ванная комната, и таким образом получается, что создание книги – это процесс, в котором все-таки важен какой-либо порядок и последовательность. На самом деле, разговаривая с вашими коллегами, дизайнерами, я запомнил фразу, которую упомянул мне один ваш коллега латвийский. Он сказал, описывая книгу, использовал элементы вечности. Он сказал следующее: «Нас с вами не будет, а книга останется и продолжит свою жизнь». С другой стороны, нет ничего более хрупкого в истории культуры, чем книга. Мы, с одной стороны, знаем булгаковские идеи о том, что рукописи не горят, но мы знаем также, что на протяжении столетий режимы пытались уничтожить книги. О том, скажите, книга для вас, как для эксперта, как для художника, является еще и предметом европейской культуры. Она может рассказать о развитии человеческого интеллекта, эмоций, эстетики. Yeah, this is a very wide question. Thank you. And I just would like to come back to architecture, because connection with book is very obvious. Any house has facade and any book has cover. Even if designer is denying and trying to make something else out of this space which is called cover, but anyway, there will be some space which will be visible first, right? So it's like facade. And then we can go to what you said about time and how book is surviving over time. It's the same with architecture. Let's take ruins of Roman Empire and buildings which were built. Yeah, but ruins are visible and books disappear and you can't even find the traces. Okay, so lots of houses disappeared forever. Sure. Like during wars or during, I know, just city was changing and upgrading, and some things are gone. And we have just pictures. Отвечая на мой вопрос, Том отметил, что опять стоило бы продолжить связь с архитектурой. Говоря о архитектуре, о здании, мы говорим о фасаде, и в какой-то степени фасадом книги является и обложка книги, хотя кто-то может, допустим, отрицать это. И так же, как исчезает объект архитектуры, здание после войн или каких-либо катастроф, то также может, конечно, исчезнуть и книга. Но таким образом книга живет во времени, является ее выражением. Actually, not even the cover, but spine of the book, like this Даже скорее не обложка, а наименьшая деталь обложки, так называемая спинка. This is the most visible part and the most, well, publishers usually think how to make attractive cover, and they totally forget that there will be spine sitting on, when book will be sitting on a shelf in a bookshop, everyone will see spine. When book will be sitting in a shelf at home, library, wherever, everyone will see spine first of all.
Том упомянул, что большая часть издателей заботится о том, и дизайнеру, чтобы создать красивую и интересную обложку, но многие забывают о том, что наиболее важной частью обложки все-таки является именно спинка, потому что когда книга будет находиться либо дома, либо в библиотеке, то именно по спинке ее смогут увидеть и заметить. It's not like it's important, but it's visible, most visible. Не то чтобы уточнение, не то чтобы наиболее важное, но наиболее хорошо видимая или визуально наиболее яркая часть книги, это будет как раз спинка. And like at home library, sometimes you could not remember how the covers look, but spines are always in your mind. Я абсолютно согласен. Когда мои книги находятся в 2 или 3 ряда в шкафах, то я действительно могу закрыть глаза и вспомнить, если нигде она находится, то, по крайней мере, как она выглядит, и я тогда ищу ее как раз по спинке. Да, вы абсолютно правы, да. И на самом деле, я думаю, что в данный момент у нас есть немного времени, чтобы создать для наших радиослушателей небольшой тезаурус или небольшой словарь каких-либо основных терминов. Мы сейчас увидели, что, оказывается, в обложке важная часть та, которую мы вроде бы всегда замечаем, но не думаем о ней. И я понял, многие дизайнеры о ней не думают. Раскройте нам секрет книги. Я должен сказать, что до недавнего времени, пока я не работал над своей книгой, и как бы у меня не было сотрудничества с дизайнером, я думал, что книгу создает текст, содержание, главы и так далее. И тут я обнаружил, что книга живет такой двойной параллельной жизнью. Одно – это текст, другая часть создания книги и жизни книги – это именно визуальный образ. Скажите, что еще скрывается в книге, что обыкновенный читатель, может быть, или тот, кто приобретает книгу, не замечает? Что еще скрывается в книге? Что вы сами, как дизайнер, нашли ключевым и важным в вашей истории книги, вот когда вы создаете визуальный образ слов? Вот вам прислали текст, допустим, там 600 тысяч знаков, достаточно большой объем. Перед вами текст, вы создаете новую параллельную жизнь этого текста. I would say people which are behind book. It's very hard to imagine how many people are behind, like starting from. Okay, I have an example. Type designer. Each typeface, even Times New Roman, even Arial, even like Calibri, they have designers behind them. Calibri is designed by Lucas de Groot, a Dutch type designer who's living now in Berlin. And let's say we know each other, we shake hands and we talk about typefaces, and it's just incredible. I mean, you can find Calibri everywhere, like. How it's called, timetable of buses in bus station in Kuldega is set in Calibri. Oh, I see. I take pictures of all these instances and I send them on Messenger to Lucas saying, "Oh, look, it's you again." Говоря о составных частях книги, Том упомянул прежде всего в качестве примера автора шрифта, дизайнера шрифта, и, например, такие шрифты, как Times New Roman или Calibri, они нам хорошо известны, и Том общается с автором шрифта Calibri, Лукасом де Вротом, который живет сейчас живет в Берлине, и они знакомы, и при встрече они разговаривают о Calibri, и, например, этим шрифтом набраны также расписание автобусов в Кулдеге, и Том сфотографировал это расписание и послал коллеге в Берлин, сказав, что вот где существует Calibri. Lots of shops has it in windows, like some whatever, very very random places we can find it because it's so accessible. Like everyone who gets Windows, they get Calibri, and you never think that it's like living person who is, let's say, around 50. Также многие магазины украшают свои надписи этим шрифтом, вывески и прочую информацию, и никто даже не догадывается о том, что этот шрифт придумал человек, который все еще жив, которому не более чем 50 лет, и он как бы находится среди нас. And I would say one of the reasons why I moved to Berlin was type design scene. Because it's very vivid right now. You could count lots young and older and
like much more known, less known type designers who are working right now and creating typefaces. Even the most contemporary tool for type design called Glyphs. Glyphs. Okay. It was also like the programmer of this creator of this application. He is also from Berlin. И на самом деле Том упомянул, что одна из причин, почему он перебрался жить в Берлин, это как раз очень бурно развивающийся рынок или пространство создателей шрифтов. И для этого, скажем, эта область развивается очень стремительно. И Том упомянул нечто для меня неизвестное, Glyphs или Glyphs, я даже не понял, это акустически. И эта аппликация, эта форма существует и разработана тоже как бы в Германии, поэтому существует и доступно. This app is programmed by one person. И эту аппликацию создал один человек. And it's being used now by thousands of people who are creating typefaces. И используется она тысячами авторов шрифтов. And so to come back to these invisible things, I would say that the character's typeface is the smallest thing in the book, right? And this is the most invisible and most unknown. But at the same time, good typeface for the book is the one which is invisible. If you will start seeing it, if you will start enjoying it, it's wrong one. Or if it will be hard reading and you will be annoyed by the typeface. So you can be annoyed by Absolutely. Том упомянул еще один интересный факт из мира книг. Говоря о шрифтах, важно понять, что нельзя видеть шрифт. Он, с одной стороны, должен существовать, с другой стороны, должен быть невидимым. Также и автор его должен быть невидим. Ибо если мы начнем получать удовольствие, видя шрифт, или же, наоборот, будем раздражены, то тогда получается, что что-то не сработало, что-то неверно. Удовольствие is fine. You can get this. This is fine. but when you try seeing it, like you just see it, and речь идет о том, что шрифт замечается. Могли бы вы чуть-чуть детальнее рассказать об этом? Ведь я же все время вижу шрифт, иначе я тогда не смогу читать книгу. Reading is very, very interesting. There is reading and there is reading. Do you know how you are reading? Даже не знаю. Я лично читаю быстро для того, чтобы успеть, потому что на меня давлеет... How exactly reading process works? Because we learned it, right? We learned it by putting like character by character. But when we read, we don't do this anymore. We recognize like elements, like some strings. У нас есть звонок нашего радиослушателя. Добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Совершенно случайно включил вашу передачу. По крайней мере, для меня она очень интересная, и ваш гость очень интересный. Мне спасибо, мы стараемся подбирать только интересных гостей. Да, как всегда, да. Спасибо Болткому за это. Мне просто по жизни много приходилось иметь дело, когда учился, много чертил. То есть там, понимаете, тоже шрифты, да? Да. Вот. А потом я 10 лет занимался вообще книжным бизнесом. Тоже оказывается, да, вот сейчас слушаю, да, и начинаю вспоминать, что оказывается большое значение, да, имело место, как напечатан шрифт, какой шрифт книги. А сейчас я для себя, я хочу через вашего гостя, если это возможно, передать большое спасибо создателю шрифта «Колибри». Фантастический шрифт. Мне сейчас приходится именно его использовать. Я когда стал его использовать, я почувствовал легкость. Я просто по своей работе рисую электрические схемы всякую, и там, естественно, подписи. И оказалось, что «Колибри» — это самый удобный шрифт. Поэтому еще раз большое спасибо, что пригласили такого гостя. И если по возможности, пусть он от меня передаст спасибо создателю этого шрифта. Благодарю вас. Благодарю. Спасибо. Да, до свидания. Ну вот, вы видите, мир действительно тесен, и наш радиослушатель использует «Колибри». И будем надеяться, что автор получит подобные позитивные отзывы. That's very unexpected place of, where you can use it. Yeah. Unexpected? Unexpected. Okay. I mean, I never thought that somebody could use typeface for how it was called, but I understood what it is. But for these electronic things. Возвращаясь к процессу чтения, да.
But I think this place where Calibri, what our listener mentioned, this place is very good for Calibri. I wouldn't recommend to use Calibri for books, but this particular place where it's used, what our listener mentioned, I think this should work perfectly because Calibri has rounded corners, and it should fit aesthetically with these electronic shapes. Мы продолжим погружаться в мир книги после короткого перерыва на выпуск новостей и рекламной паузы. Mixnews. На одной волне с городом. Радио Болтком. Уважаемые радиослушатели, мы вернулись в студию. Напомню, у нас сегодня в студии гость Том Мразаускас, человек мира, европеец из Литвы, из Берлина, теперь живет здесь в Риге и на самом деле следит за процессом создания книги в различных странах, в том числе здесь в Латвии. И 7 июня он будет ведущим дискуссии по поводу дизайна книги с точки зрения издателей. Мы углубились в тему процесса чтения. В связи с этим мой следующий вопрос. Том, скажите, каковы, по вашему мнению, сейчас основные способы или, скажем, поведение читателя? Что вам кажется важным, что, по-вашему, достойно, я не знаю, похвалы или, наоборот, что-то, что вас беспокоит? Каков современный читатель? Ведь вам, как дизайнеру, приходится следовать за читателем, вслушиваться в него. That's true. And when we talked about reading, I just want to add that for designers, it's very important to know how people are reading. And actually reading is something what we learned, but we are doing it unconsciously. And actually people don't think how they read. They don't know how they read. There are some researches made on how people read, and they will just like stopped in the street and asked, what was the last letter you read? Somebody could remember something, and then there is next question, asked to draw the letter you saw. You just can't make these shapes. You can recognize them, but you can't make them from your hand. А разве это вообще необходимо? Должно ли это включаться в процесс чтения? Yeah, it's just an example to show how unconscious we are about reading, even if we learned it. Но нам ведь нужно содержание, а буквы в данном случае всего лишь вспомогательный материал. Yeah. But we talked about something in invisible, right? So this is just example of something being so invisible, so every day, so everywhere, and so invisible. So I'm not into making readers conscious about it, but it's just really interesting to talk about it because reading happens everywhere. Like you walk the street, you read signs, internet. You need medicine, you must read this instructions. And it's so important how things are set, and so important for designer to know how people are reading, what they are doing, how this happens, and how much they are able to read, because designers are not able to let's say change society, right? Том считает, что дизайнер книг не может изменить общество, но для дизайнера очень важно осознавать, каким образом мы читаем, каковы наши традиции чтения и формы, особенно говоря о том, что сами шрифты должны быть, с одной стороны, невидимыми. С другой стороны, Том упомянул, что даже проходят исследования, целью которых является узнать, как люди читают на подсознательном уровне. Их просили упомянуть или нарисовать последнюю букву, которую они видели, и большинство из нас, читателей, не в состоянии это сделать. В связи с этим мой следующий вопрос, связанный с процессом дизайна книги. Есть мнение о том, что процесс создания книги как объекта дизайна связан, скажем, напрямую с самим текстом. С другой стороны, можно в какой-то степени текст игнорировать, я имею в виду содержание. Как вы работаете с авторами? Вам важно, ведь всегда автор должен присутствовать как некто третий. Вы, ваша идея и автор текста. Или же автора можно было бы исключить на каком-то этапе? When I was much younger, I was... Okay, let's begin from a bit more far away.
Officially, I have no education in design. I have no degree in any field, no BA, no MA, nothing. I learned everything from books because books on typography are widely available in English and German. You can read, you can learn the theory. And what is very interesting in Latvia, in Lithuania, for example, this theory is not being taught in school. So when I was living... School, you mean university? In Arts Academy for designers. They are not being taught theory of typography, how to set typeface, how people will read it. It's more or less on level of emotions. I like it, I don't like it. It's sweet, it's not sweet. That's all what people can say about Но это же очень субъективно. Yeah. They can't, for example, go through typefaces and split them into periods. Like Renaissance typefaces are different than Baroque. Of course, we will have everything in digital, and again to think how digital will influence all these type designs and everything, and what you can set out of it, how you can design it. Том упомянул, что у него нет специального образования книжного дизайнера, но упомянул также и то, что в Латвии и в Литве нет каких-либо особых предметов или учебных программ в вузах, которые обучали бы молодых авторов книжному дизайну, например, говоря о шрифтах. В основном все происходит по категориям эмоционального восприятия: нравится, не нравится, мило или неинтересно, но во многом они не могут отличить шрифты, сгруппировать их по каким-то историческим эпохам, например, эпохи Ренессанса или эпохи барокко. So my problem when I was living in Vilnius was that I felt like I knew everything, and I felt like nobody else knows these things. So I was the one trying to make something how it should be, and just to implement it, ignoring what authors say, ignoring what publishers say. Everyone was bad except me, but that's quite weird situation. You are setting up at the same time. You are in very different level, and they are interested to listen, but they are not interested into getting deeper these things. Which, let's say both sides had different interests. Like publishers were just interested to have books and to sell them. Author had his vision and he wanted to see it. I had my knowledge, let's call it, and I was trying to show it to the audience. So it does not work like this. Говоря о диалоге, Том упомянул также и то, что долгое время, когда он был моложе, как он считает, ему казалось, что он знает все, и живя в Литве, он долгое время предполагал, что знает, как все должно быть, игнорировал и авторов, и издателей. Ему казалось, что издатели желают продавать книги, у авторов тоже было свое мнение, но он их не слышал. What happened next? And then I went to Germany, and you come to publisher and you see all these books on typography on publisher's table. And these books are like quite impressive. They look like encyclopedias, like Friedrich Forstmann, who is trying to find out all the cases, all the shapes of quotation marks, and to show all the cases and just to discuss what are advantages and disadvantages to use this or that shape of quotation marks. And like he's spending just few pages just on this topic with examples, with discussion, everything. Not saying what's right, what's wrong, but just showing you options. And you find these books on tables of publishers. And when you hear feedback from publisher who read these books, yes, it was more or less the same feedback which I was hearing in Vilnius, but just because I saw these books on their tables, it made me listen, and it made me understand that some things what publishers are telling are right, some things what authors are telling are also correct, and of course some things what I do are correct, and it just takes more effort to make it all work together. В последнем фрагменте Том рассказал о том, как ему показалось, что нечто новое происходит с ним, когда он попал в Германию, и когда увидел на столе издателей также и книги по типографике, да?
если я правильно это перевел, должен признаться, эта лексика мне мало знакома. И тогда Том понял, что стоит прислушаться к мнению издателей, к мнению авторов. И когда увидел эти книги на столе, где целые страницы посвящены только этой теме, то понял, что в какой-то степени правы издатели, правы авторы, но и то, что он делает, тоже было правильно в какой-то степени. То есть это был процесс, скажем, изменения своих взглядов. And breaking point was when I was coming with very nicely designed book to publisher, he liked it, but author didn't like it, and publisher was not trying to defend me or the author. Well, I was upset that he is not defending me, of course, because it was such a great design. But after few years, when this case happened, I think that publisher did great job, because the person who should be mostly satisfied with the result is the author, because the author will go out and talk about his book, will go out and will sell it. If he is uncomfortable, if he is feeling distanced with it, if he is feeling that this is not his work, it's a fail for publisher. It's fail for designer as well, I would say. Уважаемые радиослушатели, признаюсь, что последний фрагмент был важен также для меня, как для автора, потому что Том упомянул нечто сакральное, о том, что, скажем, в одном случае созданная Томом книга «Дизайн», который ему самому нравился, не был принят автором, и Том обиделся на издателя, который, по его мнению, не поддержал его версию. Но в результате тот человек, который должен быть доволен книгой, прежде всего это автор, потому что он покинет издательство и выйдет во внешний мир и будет рассказывать о своей книге. Тем самым, может быть, ее будет продавать, поэтому он должен остаться довольным. А что вы делаете, когда неспособность найти общий язык, вот после какого-то долгого процесса все-таки вам не удается найти точки соприкосновения? Что происходит? Или всегда это все-таки в конце концов получается? I think if sides are flexible, you can find it. It's just like, it just depends on communication. It just depends how people are talking with each other. If they are open, if they are offering different options, if all sides, even the one which says, well, if all the feedback you get is I don't like it, it's of course dead end. But if you get feedback and somebody is telling you, oh, maybe like this, maybe this, then you can interpret it. You can do something with that. None of the option is bad, I would say. It's just communication is bad. Вопрос в коммуникации, насколько плоха коммуникация, и таким образом, если единственная реакция, которую получает дизайнер, нет, мне не нравится, то, конечно, это своеобразный тупик, но, как правило, все-таки есть возможность найти общий язык. И я думаю, что в данный момент мы как раз могли бы перейти к завершающей части нашего разговора. Вы упоминали, насколько важна попытка сотрудничества и нахождения общего языка с издателем, не только с авторами. Завтра, приблизительно в это время, у вас закончится семинар «Дизайн книг. Точка зрения издателей». Там вы встретитесь с издателями, которые, так же, как и вы, нередко являются и дизайнерами. Скажите, о чем пойдет завтра речь? About the things what I just discussed in a moment, like well, the topic of the conference comes exactly from the problems we talked before. How to collaborate, how designer is collaborating with publisher, and how, of course, the author how the author is the person who should be most satisfied about it. And it's not like author is selling the book in some shop or market, but actually any reader, the most visible thing in the book is author. It's not even the cover, not even the publisher. People don't recognize that this book is published by that or that publisher. Some advanced readers do, but if we go for wider audience, people are just following a name, following author. And it's not so important who will be publisher. Of course, if publisher is doing a lot of job and is involved in editing and is involved in finding designers, this and that, then of course quality could be different if author is switching to different publishing house. But yeah, the general idea is
the general idea of the conference is collaboration, how people work together, and we have invited 5 guests. Of 4 of them are publishers from different countries, and we will just try to find out how they work with their authors and their designers. Основная тема завтрашней конференции или завтрашнего семинара связана с сегодняшним нашим разговором здесь в студии о сотрудничестве издателя, автора и дизайнера. Том еще раз упомянул, что автор – наиболее видимая часть книги, скажем, наиболее видимая составная часть, и люди, как правило, реагируют на имя автора, следят за ним или за ней, за их произведениями, и нередко даже не знают, кто является издателем, ну, за исключением тех моментов, когда издатель вкладывает очень много сил и терпения в создании визуального образа книги. Таким образом, речь завтра пойдет о практических вопросах сотрудничества, как работать вместе. И 4 из 5 гостей сами являются издателями. Таким образом, речь пойдет о сотрудничестве. А в каком формате завтра будет происходить дискуссия? That's a very good question. We will have conversations like we are doing right now on the radio. I will be the moderator and the host, and I will be asking questions. But of course, audience is more than welcome to come with their questions and to ask them as well. Because what I found out, all the people who are coming, I met all of them in book fairs, in different book fairs. And the most magic part in a book fair is always people and conversations. And in these conversations, actually, I was finding out that I have the same problems as publishers in Netherlands or publishers in Germany or young people who want to start or just started publishing. And when you talk with people, you find solutions. Conferences where big name designers are coming and just showing slideshows, you just see how cool they are and you just feel how poor you are. So we just would like to have different effect. We would like the effect where people feel empowered to do something, to act. Одна из тем завтрашнего семинара, где Том будет ведущим, это прежде всего попытка создать разговор, потому что при встрече с другими коллегами Том осознает, что у него есть те же самые проблемы, какие есть у коллег в Голландии или в Германии, у молодых издателей. И, конечно, очень важно, когда появляются маститые, знаменитые издатели, и они показывают слайд-шоу с коллекцией своих книг, и тем самым показывают, сколь они важны и круты, и насколько мы бедны, но, по сути дела, речь пойдет о сотрудничестве, о том, чтобы мотивировать людей что-либо создать. И в этой связи, в окончании нашего разговора, вопрос из любопытства. Ваше издательство называется Brave Books, или «Смелые книги». Чего вы боитесь? Или наоборот, почему вы столь смелы? Как появилось это название? It came from fear, of course, and this what we just talked before. People want to do something, but they have fears, right? And it just takes little bit of, let's say, just little step forward, which we can call like somebody being brave, and then you go to other side where you're doing something. And actually, there were three things in this name. Most important, and where I started thinking about name, was that I want to have some kind of adventure in my life. It could be, of course, like when you just leave everything and go for some travel around the world. But I didn't want to go anywhere. I just wanted to have some adventure while being in the same spot. This is how publishing came. I see it as adventure. I don't see like I will make here some political statements, or I will reveal you the truth, or I will show you how things should be designed. No, I will just have adventure. I will learn some things, and actually it works, because very first year was very hard with lots of failing, but same time it was so much of learning in it. And this fear, which I'm trying to beat with being Brave Books,
is actually it's actually fear to fail. We are brave as kids, but later in the school we are being taught not to fail. Like there are no schools which are teaching us to fail, right? But failing, you will fail every day. So. Спасибо, Том. Я постараюсь в оставшееся время коротко перевести. Говоря о источнике для названия вашего издательства «Смелые книги», Том упомянул понятие страха. Страх стал источником вдохновения в данном случае, ибо мы, как школьники, нас учат, скажем, не ошибаться, а мы смелы именно когда мы дети, и поэтому Том решил, что его в жизни не хватает приключений, но он не собирался отправляться в кругосветное путешествие, все бросить, он хотел остаться на том же самом месте, но все-таки найти себе приключения. И таким образом понял, что издательское дело для него и станет подобным приключениями. Он не собирается с помощью книг создавать какие-либо политические тексты или откровения. И первый год для него был очень тяжелый, это был год ошибок, а также страха, скажем, совершить эти ошибки, но он понял, что этот процесс возможен, и нередко люди хотят что-либо сделать, но боятся. На этой ноте, пытаясь мотивировать людей не бояться, неважно в какой области они действуют, мы закончим сегодняшний разговор. Напомню, что сегодня в студии у нас был издатель и книжный дизайнер Том Мразаускас. Мы открыли наши дебаты по поводу дизайна слова. Продолжим наш разговор 19 июня с Артисом Тауриншем. Я благодарю моего коллегу, звукорежиссера Родиона Золотарева за техническую поддержку, и мы встретимся с вами снова в понедельник, когда пригласим сюда в студию композитора Артурса Маскаца. Добрый вечер и до свидания.